Родившийся под знаком Они, Ита – фигура, в которой мифическое сочетается с человеческим, с рогами, украшающими его голову, и красными отметинами, означающими его наследие. Ита выделяется не только внешне, но и по духу. Веселый, оптимистичный молодой человек, он дарит радости своим простым взглядом на жизнь, любовью к таким играм, как божественный призыв и певческим голосом, которому по слухам нет равных. Но история Ита это не просто игры и песни, это история легенд. Синего и красного Они, отражающая его собственный путь и борьбу. Несмотря на то, что Ита Они, а значит у него аллергия на бобовые, и даже тофу становится для него грозным врагом. Его стойкость проявляется в победе на конкурсе по поеданию рамена Кицуне, в котором он победил никого иного, как я и Мика. Воспитанный любящей бабушкой Они после потери родителей, Ита стал свидетельством силы, которую можно найти в доброте и сообществе. Его лидерство в банде Аратаки, которую некоторые считают нарушителями спокойствия, но многие частью яркой жизни города Инадзумы, говорят о его способности внушать преданность и привязанность. В бою сила Ита столь же легендарна, как и его история. Благодаря высокому постоянному урону и своему верному спутнику Уши, Ита доминирует на поле боя. Однако его сила не лишена сложностей. Чтобы раскрыть весь его потенциал, требуется стратегическое построение команды и тщательное управление взрывом стихий. Лучшие команды Ита используют его уникальные преимущества, сочетая его урон Гео со вспомогательными способностями таких персонажей, как Горо, Альбедо и Джун-Ли, чтобы сформировать грозные отряды, способные принять любой вызов, брошенный Тейватом. Сильные стороны и особенности. Сильные стороны атаки Ита заключаются в его невероятном постоянном уроне, что делает его грозной силой в затяжных сражениях. Его уникальная способность набирать стаки суперсилы за счет обычных атак, усиленная элементальным навыком, позволяет наносить сокрушительный геоурон при взрыве стихии. Ита отлично проявляет себя в командах, построенных на синергии гео, получая значительную выгоду от персонажей, усиливающих его урон или предоставляющих дополнительные щиты. Однако зависимость Ита от конкретных составов команды для максимизации урона и необходимости эффективно управлять взрывом стихий можно рассматривать как слабые стороны. Без правильной поддержки, например, персонажей, способных генерировать частицы гео для сокращения отката взрыва стихий или повышения урона от гео, Ита будет трудно поддерживать свою пиковую производительность. Кроме того, его упор на физический и геоурон означает, что он может быть менее эффективен против врагов, устойчивых к этим типам урона. Чтобы использовать сильные стороны Ита и одновременно уменьшить его недостатки, игрокам следует сосредоточиться на сборке команды, поддерживающей композиции гео, тщательно подбирая персонажей и артефакты, повышающие урон Ита и обеспечивающие его ресурсами, необходимыми для поддержания взрыва стихий. Оружие. Для сборки атаки Ита выбор правильного оружия имеет решающее значение для максимизации его потенциала, урона и общей эффективности в бою. Вот лучшее оружие, которое стоит рассмотреть для Ита. Краснорогий камнеруб. Это фирменное оружие Ита, созданное для того, чтобы идеально дополнять его стиль боя. Оно усиливает защиту Ита, повышает критический баланс и значительно увеличивает урон от заряженных атак, используя показатель защиты. Хотя это оружие и не является обязательным, его приоритетное значение повышает урон, наносимый Ита. Небесное величие. Универсальное оружие, повышающее общий урон Ита и обеспечивающее значительное восстановление энергии. Это позволяет чаще использовать взрыв стихий, который является основным компонентом его ротации урона. Небесное величие позволяет сосредоточиться на защите или статах восстановления энергии без необходимости вкладывать значительные средства в пополнение энергии с помощью артефактов. Меч драконьей кости. Этот клеймор лучший 4-звездочный вариант для Ита.
Он увеличивает шансы критического удара и повышает общий урон. Если вы выбрали меч драконьей кости, рекомендуется сосредоточить субстаты артефактов на критическом уроне, чтобы полностью использовать пассивную способность этого оружия. Однако для получения максимального эффекта от пассивки меч драконьей кости, Ита должен избегать получения урона, чтобы сохранить стаки бонуса урона. Белая тень. Отличное оружие, которое можно получить бесплатно за крафт. Белая тень дает значительный прирост к защите, что напрямую влияет на расчет урона Ита, а также увеличивает силу атаки. При полном улучшении белая тень может соперничать по характеристикам с пятизвездочными мечами, что делает его отличным выбором для игроков, не имеющих доступа к премиальному оружию. Выбор оружия для Аратаки Ита связан с балансом между защитой для повышения урона, статами критического урона для обеспечения постоянного высокого урона и восстановлением энергии для более частых активаций взрыва стихий. Каждый вариант оружия предлагает свой подход к оптимизации сборки Ита, позволяя игрокам подстраивать эти наборы под свой стиль игры и имеющиеся у них ресурсы. Артефакты. Для подбора артефактов Аратаки Ита важно сосредоточиться на усилении его уникальных способностей и игрового стиля. Вот рекомендуемые артефакты и статы, чтобы максимально раскрыть потенциал Ита. Кокон сладких грез. Набор с 4 частей. Этот набор лучший выбор для Ита, значительно повышающий его защиту и геоурон. Повышение защиты синергируется способностями Ита, которые выигрывают от более высоких показателей защиты, а повышение геоурона очень важно, поскольку в игре ограничено количество способов повышения геоурона. Если стремитесь к полному набору, вы повысите как сопротивляемость Ита, так и его урон, сделав его более эффективным ДПС персонажем. Ночной шепот в лесу откликающегося эха. Набор 4 частей. Альтернативный набор, который увеличивает урон больше, чем предыдущий сет, но не позволяет играть в моно-гео. Чтобы получить полный бонус в команде, должен быть один персонаж другого элемента, например, Фишель, Райден, Мэй или Куки. Основные статы. Песочные часы. Защита в процентах. Рекомендуется стремиться к 2000 защиты и выше. Кубок. Гео бонус урона, чтобы максимизировать урон от элементального навыка и взрыва. Корона. Коэффициент крита урона или крита, в зависимости от ваших текущих статов, чтобы сбалансировать коэффициент крита и крит урона для более высокого стабильного урона. Артефактные субстаты. Фокусируйтесь на проценте защиты, критическом уроне, шансе крита и восстановлении энергии. Процент защиты повышает урон Ита, так как его способности масштабируются с защитой, а коэффициенты крита и крит урона обеспечивают более высокий урон. Восстановление энергии необходимо для более частого использования взрыва стихий. Для комфортной активации взрыва стихий в откат необходимо около 120-130%. В этой сборке особенное внимание уделяется максимизации защиты Ита, чтобы использовать его способности, которые масштабируются от этого показателя, тем самым увеличивая его урон. При правильном сочетании артефактов и статов Ита может стать неостановимой силой на поле боя, нанося огромный урон гео и будучи достаточно прочным, чтобы выдержать атаки противников. При сборе команды вокруг Аратаки Ита необходимо сосредоточиться на усилении его сильных сторон и закрытии слабых. Моно-гео команда. Ита, Альбедо или Теори, Джунли, Горо. Эта команда позволяет максимально использовать георезонанс и способности Ита. Альбедо или Теори могут обеспечить дополнительные геоконструкции и урон. Джунли предлагает сильные защитные способности и контроль, а Горо усиливает урон и защиту команды Гео, предоставляя Ита необходимые бафы. Тройная Гео команда, фри-то-плей вариант. Ита, путешественник Гео, Фишель и Горо. Эта команда предлагает вариант для бесплатной игры, сохраняя при этом сильную синергию Гео. Гео-путешественник предоставляет дополнительные геоконструкции. Горо повышает защиту Ита и урон от Гео. Ита, Горо, Нингуан или Юнцзинь, Ноэль. Этот вариант по-прежнему использует сильные стороны Гео с помощью микса ролей поддержки. Горо, как и раньше, усиливает защиту и урон Гео. Нингуан или Юнцзинь могут нанести значительный дополнительный урон Гео и обеспечить полезными бафами. А Ноэль может предложить дополнительные щиты и исцеление, делая команду более выносливой.
Другая альтернатива. Ита, Горо, Фурина или Мона, Какоми или Барбара. Включив в команду персонажа с Гидра, например, Фурину или Моно, вы получите ценный резонанс Гидра и дополнительную поддержку. Какоми или Барбара могут обеспечить исцеление. Эта команда позволяет более гибко действовать против различных типов противников и повышает выживаемость. Каждая конфигурация команды по-разному поддерживает боевой стиль Ита, либо усиливает его урон от Гео, либо предоставляет необходимое лечение и щиты, либо повышает общий урон и полезность команды. Выбор состава команды зависит от имеющихся у игрока персонажей и предпочитаемого стиля игры, стремясь дополнить сильные стороны Ита и смягчить его слабости. Эффективная игра Аратаки Ита в Genshin Impact предлагает понимание и стратегическое использование его уникальной механики, особенного стака невероятной силы и взаимодействия между элементальными навыками и взрывом стихий. Вот пошаговое руководство, как раскрыть весь потенциал Ита. Первое. Понимание стаков невероятной силы. Ключом к максимизации урона Ита является эффективное управление его стаками невероятной силы. Вы можете получить эти стаки с помощью обычных атак, где вы получаете один стак после второго удара и второй стак после четвертого. Кроме того, обычные атаки во время взрыва стихии дают по одному стаку за первый и третий удар. Удар по врагам с помощью уши геоконструкции Ита БК также дает стаки, как и уничтожение уши. Идеальные боевые ротации. До активации взрыва стихий начните с использования способностей персонажей поддержки, чтобы бафнуть Ита и обеспечить его энергией. Активация взрыва стихий. Убедитесь, что у Ита почти полный или полный стак невероятной силы, прежде чем активировать взрыв стихии для получения максимального урона. Во время бурста следуйте этой схеме атаки. Выполните одну обычную атаку, затем используйте элементальный навык Ита. Выполните 3 обычные атаки, а затем проведите полную серию заряженных атак Аратаки Кесагири. После еще 4 обычных атак выполните еще одну Аратаки Кесагири. Снова используйте элементальный навык и завершите атаку финальным ударом Аратаки Кесагири. Эта ротация позволяет генерировать и расходовать стаки невероятной силы, чтобы максимизировать ДПС Ита. Управление атаками и энергией. После того, как взрыв стихий Ита закончится, переключитесь на персонажей поддержки, чтобы снова использовать их способности. Это поможет Ита восстановить энергию и подготовить команду к следующему циклу. Следите за уровнем энергии Ита и откатом его взрыва стихий. Чтобы быть готовым в нужный момент, включите восстановление энергии в его сборку или в синергию команды, чтобы поддержать доступность взрыва стихий. Адаптация к ситуациям. Следите за количеством стаков невероятной силы и соответствующим образом корректируйте ротацию. Если вам удастся быстро генерировать стаки с помощью игровых механик, например ударов уши по врагам, вы сможете начать очередную фазу взрыва стихий раньше, чем ожидалось. Синергия команд. Убедитесь, что состав вашей команды поддерживает игровой стиль Ита. Особенно полезны персонажи, повышающие урон Гео, дающие дополнительные щиты или увеличивающие регенерацию энергии. Освоив механику Ита и оптимизировав его ротацию, вы сможете максимизировать его урон, что сделает его сильной стороной в любой команде. Помните, что суть игры Ита заключается в балансе стаков его невероятной силы и эффективном использовании взрыва стихий в правильном контексте команды.